Привет всем! Сегодня я расскажу вам о 10 крутых запоминающихся злодеев из игр. Располагайтесь поудобнее и не забудьте поставить лайк под видео, ведь мы начинаем. И начнем мы с полиции в GTA. Эти черти настолько круты, что вы даже не поймете, в какой момент они поняли, где вы находитесь. Они появляются из ниоткуда и дают главному герою по щам. Я уверен, что вы точно не забудете данных антагонистов, ведь они становятся капельку умнее с каждой игрой серии. Тиран из Resident Evil 2. Огромная туша из лаборатории спешит в полицейский участок Ракун-Сити, чтобы поправить ваше лицо. Злодей, который пугает своими шагами. И знаете, он очень крут, у него нет цели, он просто сметает все со своего пути. А когда ему нанесут достаточно урона, он мутируется в свою сильную версию. И выглядит этот злодей очень круто за счет своей одежды, непробиваемого плаща и шляпы, сбив которую вы даже получите ачивку. Следующий злодей — это доктор Работник из Соника. Этот усатый выделился своим интеллектом и подходом к своей цели, а именно портить любые планы Сонику. Будь это просто утренняя пробежка, он и ее тоже испортит. Этот мужик гениален, но использует свой ум лишь во благо себе. И этот умный дурак нацелен управлять миром. Он создает различные армии робототехники и нацеливает их для захвата мира. А иногда и всей вселенной. Доктор Стрэндж сосать. Он хоть и умен и усат, но его планы все равно прервет синий еж Соник и его друзья. Все же доктор всегда найдет способ уйти, и поэтому Сонику снова придется встретиться с ним. Следующий злодей — Альберт Вескер из серии игр Resident Evil. Как минимум, он заслуживает огромный плюс за его вид крутого мужика и очки, которые придают его образу отдельный плюс. Он работал под прикрытием для того, чтобы получить информацию и осуществить свои злодейские планы. И у него это получилось. Он сымитировал свою смерть и получил сверхчеловеческие способности, которые хотел использовать для получения власти и управления миром. В общем, злодей очень крутой и запоминающийся. И следующий антагонист — это GLaDOS из Portal. Это суперкомпьютер с искусственным интеллектом и самосознанием, который был разработан для исследования природы порталов, но вышел из-под контроля и захватил лабораторию. Распылив газ, она убила почти весь персонал. У этого искусственного интеллекта есть своя отличительная черта. Это ее невозмутимость. Даже когда она шутит над главным героем или угрожает, то она делает это совершенно спокойно. Также на GLaDOS был установлен некий модуль морали. Это процессор, содержащий в себе набор моральных принципов. После того, как она его лишилась, она стала жестокой и даже более живой. И еще ее голос стал похожим на человеческий. Идем дальше. Big Smoke из GTA San Andreas. Он имеет немного клишированную суть, а именно предательство главных героев, но это не делает его менее крутым. По мере игры мы замечаем, что именно Смоук ведет себя как-то не по-братски. Допустим, в одной сцене, во время перестрелки с вражеской бандой, Big Smoke отказывается стрелять из-за того, что он ест. Поначалу в игре мы хоть и видим его крутым бандитом-толстяком, который принадлежит своей банде, все же в некоторых моментах можно заметить, что он воюет не на той стороне. А следующий — Шепард из Call of Duty Modern Warfare 2. Это персонаж, которому действительно доверяешь во время игры. Ведь даже если событие, которое угрожало его жизни, он все равно находился в центре событий. Но в конце его предательство запоминается надолго. Предательство Шепарда выглядело очень запоминающимся. Он прибыл
чтобы эвакуировать Райли и Роуча. Генерал Шепард встречает их и сразу же убивает. Тут же звучит одна из самых запоминающихся фраз. Шепард предатель, повторяю! Шепард предатель! Идем дальше. Ну а следующий это Джокер из серии игр Бэтмен Архам. Этому Джокеру плевать на все. Для него все в округе это шутка. Даже убийство кого-либо. Актер озвучки данного персонажа придает ему некого шарма и создается живой образ. Интеллектуальные игры Джокера, неожиданные ходы и злая личность делают его действительно незабываемым злодеем. Игры Arkham Asylum и Arkham City были отличными площадками для дьявольских выходок Джокера в его незабывающемся фиолетовом костюме. Он продемонстрировал, насколько он безумен. Ну и кто действительно заслуживает первого места, это Ваас. Ну реально, вы посмотрите. Ему не требуется много времени. Чтоб вы понимали, все сцены с Ваасом в игре занимают не больше 15 минут. И это действительно поражает. Всего 15 минут нужно персонажу, чтобы запомниться и надолго засесть в голове. Это действительно нужно уметь. Даже между ним и главным героем прослеживается тонкая связь. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно, я убил впервые ради сестры. Что делает его по-настоящему незабываемым и крутым. Окружение только дополняет его. Ну а жестокости и черты характера запоминаются надолго, хотя, опять же повторюсь, мы видим его на экранах монитора всего 15 минут. По-моему, это действительно круто. Блять! Окей? Только у меня здесь член! Ну вот и все. Это был мой топ злодеев. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, согласны ли вы с моим мнением. И да, это мое мнение. И пишите злодеев, которых я не упомянул. Может быть, стоит сделать вторую часть. Все зависит только от вас. Спасибо всем за просмотр. Еще услышимся. Всем пока. Зарыща во мне, ощущаю себя лаврит. Мои друзья, на высоком я маврик. Мой homie сделал робbery, при homie он жил в камере. А помнишь, как мы слайдили?